I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Ника Турбина стала феноменом в литературе. Первые стихи были опубликованы еще когда она была совсем ребенком. Юная поэтесса поразила весь мир. В произведениях присутствовала взрослая и зрелая лирика. Они были о любви, страданиях, туманном будущем. Короткая биография знаменитости еще не существует в бесспорном каноническом варианте. Расходятся даты, факты, адресаты обвинений. Одни из участников ее судьбы отказываются от всяческих комментариев, другие чересчур категоричные. Третьим не хватает искренности. Но все едины в одном мнении. Ее жизнь была яркой и похожей на ее пронзительные стихи. Эта девочка действительно наперед знала свою судьбу и даже предсказала собственную смерть. Жизнь Турбиной оборвалась в 27 лет. Была это трагическая случайность или же все-таки суицид? Детство. Ника Георгиевна Турбина родилась 17 декабря 1974 года в Ялте. Имя ей выбрали в честь дедушки, по первым буквам его фамилии. Отец девочки, Георгий Торбин, режиссер оперной студии, вскоре после появления Ники на свет ушел из семьи, и своего отца она никогда не видела. Ее воспитывала мама, художница Майя Никоноркина, а также бабушка Людмила Карпова и дед Анатолий Игнатьевич Никоноркин. Медик по образованию, писатель, фронтовик Великой Отечественной войны и друг Твардовского. В их доме царила творческая атмосфера, звучали стихи. В клубах сигаретного дыма и с рюмками в руках, наполненными вином, гости говорили о высоком до ночи или даже до рассвета. Они восхищались красотой Майи, заискивали перед Людмилой, которая во время дефицита могла достать многое, имев обширные связи. Художественные работы Майи стараниями отца пристраивали в местные газеты, а те выплачивали щедрый гонорар. Большое влияние на юное дарование оказала поэзия знакомого ее матери, Андрея Вознесенского. Существовал слух, будто он и есть настоящий отец Ники. Однако и свидетельства о рождении, и воспоминания друзей это опровергают. Майя тоже писала стихи, хотя нигде их не публиковала. При рождении знаменитость получила фамилию своего отца, Георгия Торбина, но впоследствии ее подкорректировали, сделав более благозвучный псевдоним. Позже девушка официально стала Турбиной по паспорту. Ника с рождения страдала бронхиальной астмой, диабетом, аллергией на шерсть животных. Поговаривали, что, несмотря на все это, мать и бабушка постоянно курили и держали в доме несколько кошек. Кроме того, Турбина мучилась бессонницей, которая к 5 годам стала хронической. Майя Никоноркина давала малышке снотворное, которое вызывало привыкание. По ночам Никуша, так девочку звали мама и бабушка, сидела в кроватке, тяжело дыша, и что-то бормотала. А когда немного подросла, попросила маму записывать за ней строчки. Ребенок говорил, что их диктует ей сам Бог. Перепуганные мама и бабушка начали водить Нику по врачам. Вопрос был один: что сделать, чтобы ребенок перестал сочинять стихи и нормально спал? У медиков ответов не было. Родным надо лечить у девочки астму, а не про какие-то стихи думать. Сама же Ника позже называла себя «ночным человеком». В интервью она говорила: «Только ночью я чувствую себя защищенной от этого мира, от этого шума, от этой толпы, от этих проблем. Я становлюсь сама собой». В 1985 году мама юной поэтессы переехала в Москву, где вышла замуж во второй раз и родила девочку Марию. Ника восприняла появление сестры болезненно, чувствовала себя одинокой. Позже она тоже переезжает в столицу, где начинает посещать местную элитную математическую школу номер 710. Несмотря на талант и поэтический дар, который приписывали девочке, с получением образования у нее возник ряд сложностей. Ученицей она была посредственной, часто писала с грамматическими ошибками, но учителя закрывали на это глаза за ее творческие заслуги.
Маму Турбиной постоянно вызывали в школу из-за частых прогулов и постоянных споров Ники с педагогами практически по всем предметам. Стихи тоже нуждались в серьезной вычетке, в первую очередь со стороны корректора, роль которого взяла на себя мама. Безграмотность осталась с Никой до конца ее дней. Девушка не предпринимала ничего, чтобы исправить это. Счастливый черновик. Впервые о Нике узнали в 1981 году, незадолго до того, как она пошла в 1 класс. Ее бабушка, Людмила Карпова, работала в гостинице «Ялты», куда нередко приезжали крупные литераторы. Она воспользовалась возможностью показать стихи внучке писателю Юлиану Семенову. Автор романов о Штирлице вначале отмахнулся, а когда все же пробежался глазами по черновику, то не поверил, что такие депрессивные строчки мог сочинить ребенок. Тем не менее, Семенов поведал о девочке-вундеркинде журналистам, а также поспособствовал тому, чтобы ее стихи напечатали в «Комсомольской правде». И новости о юной поэтессе распространились далеко за пределы Крыма. Фотографии малышки с прической не то под Цветаеву, не то под Мирей Матье появились на разворотах газет. Но настоящая истерия началась, когда выступление девочки сняли на видео. Так экспрессивно читать стихи мог разве что Андрей Вознесенский. В интервью для телевидения в ответ на вопрос, как к ней приходят стихи, Ника, слегка округляя интонации и слова, но все-таки по-детски и искренне отвечает: «Стихи приходят ко мне тихо, как сказка, как мышонок подкрадывается». Сидя на красном диване в окружении мягких игрушек, она ласково смотрит на корреспондента с микрофоном и старается выглядеть мило. Корреспондент спрашивает, любит ли она Пушкина. Ника театрально задумывается и произносит: «Я люблю Пушкина так же, как люблю свою жизнь. Я дышу, потому что есть воздух, а душа моя живет, потому что есть Пушкин». Не остался равнодушным к талантливой девочке и Евгений Евтушенко. Его называли поэтическим крестным отцом Турбиной, ведь именно при его содействии в Москве был издан первый сборник стихов 9-летней Турбиной «Черновик», к которому поэт лично написал предисловие. Впоследствии книгу перевели на 12 языков. Благодаря покровительству Евгения Александровича девочка попала в литературные круги Москвы, где держалась на равных со взрослыми писателями. В 10 она выступила на Венецианском биеннале и получила главный приз «Золотого льва». Правда, друг детства Борис в документальном фильме «Три полета Ники Турбиной» рассказывал, что этой наградой девочка колола грецкие орехи. Язык поэтессы сложно отнести к какому-то направлению, ее стихи стоят особняком. Их напряженность можно сравнить разве что с ахматовскими. Кстати, славу Ахматовой девочке-вундеркинду когда-то и прочили. И она оправдала большие ожидания. Стала второй советской поэтессой после Ахматовой, получившей «Золотого льва». Анне Андреевне на момент получения премии было за 60. Ника же на тот момент была совсем ребенком. Ника Турбина стала знаменитостью. На записи одного из концертов, снятого в 1983 году, Евгений Евтушенко приглашает на сцену симпатичную щекастую девочку с родинкой над губой. В короткой светлой кофточке, завершая каждую строчку взмахом кулака, она, сильно переигрывая и отрабатывая мимически, читает. Это был пик ее славы. Радио, телевидение, оплачиваемые выступления на концертах. Зрители кричали «Браво!», и Ника окончательно уверилась в собственной исключительности. Она называла себя королевой, которую нужно носить на руках, и жаждала снова и снова доказывать свою необыкновенность. В течение нескольких лет произведения Турбиной печатали едва ли не все крупные советские газеты. Платили ей построчно, как настоящему автору. Но многие литераторы сомневались, что такие взрослые стихи может писать столь молодая особа. Среди тысячи писем, присылаемых вундеркинду поклонниками, встречались и рекомендации врачей. Турбиной советовали обратиться к психиатру, так как она выглядела нервной, напряженной и могла сломаться под тяжестью успеха. Никто не знал о ее слабостях и странностях. О том, например, что до 12 лет она брала в рот соску, чтобы не нервничать, и возила ее с собой на гастроли. Турбина гастролировала не только в России, но и за границей. Однако постепенно интерес к ней начал угасать, перестал покровительствовать дарованию и Евтушенко. Позже в интервью он заявлял, что семье Ники нужны были от него только деньги, которых им было все время мало. Несмотря на то, что за издание черновика Турбиной выплатили 1500 рублей, а за поездку в Италию она получила 2 или даже 3 тысячи долларов, Майе и Людмиле Карповой
этого было мало. В итоге в Америку 13-летняя Турбина поехала с бабушкой, которая впоследствии сетовала, что при участии Евтушенко предприятие прошло бы удачнее. А еще Карпова в красках рассказывала о встрече внучки с Иосифом Бродским. Вот только разным изданиям описывала разные версии знакомства. Официальных подтверждений этой встречи нет. Однако уже тогда американские врачи рекомендовали консультации психолога, так как нагрузка на нервную психику ребенка была довольно высокой. Проект Ника Турбина. Вопрос авторства стихов Ники один из самых насущных. Он появился еще в эпоху всесоюзной славы поэтессы. Первые сомнения высказывал Юлиан Семенов до выпуска ее первого сборника. Родители не особенно комментировали подобные заявления, а сама Ника лишь иронически отвечала завистникам в стихотворной форме, например, выпустив «Не я пишу свои стихи» в 1982 году. Первое произведение, которое было написано мамой и бабушкой, со слов Ники, «Алая луна». Стихотворение мрачное, построено на контрасте двух цветов – алого и черного. При чтении его возникает ощущение тревоги, сгущающихся красок. Трудно поверить, что подобное могло родиться в голове у ребенка. Людмила Карпова была в ужасе, полагая, что девочку упекут в психушку, ну а ее вместе с Майей за такие разговоры исключат из партии. Но позже биограф Александр Ратнер назвал эту историю мистификацией, а саму юную поэтессу – семейным проектом. В своей книге о Турбиной автор утверждает, что большинство ее произведений были придуманы или додуманы ее матерью, художницей, которая интересовалась не только литературой, но и самими поэтами. В пользу точки зрения Ратнера свидетельствуют слова поэта Валентина Берестова. Ознакомившись со стихами юной Турбиной, он отметил, что они написаны взрослой, но не очень талантливой женщиной. Многие исследователи биографии знаменитости сходятся в том, что ее творчество вызывало такой ажиотаж, потому что она была ребенком, а темы произведений были далеко не детскими. Для взрослого поэта такое творчество – признак стагнации и отсутствия щепетильной работы со словом, но для Ники это прорыв. Так творчество Турбиной, по их мнению, было популярно, но бесталанно. Людей поражал в первую очередь крайне юный возраст поэтессы, поэтому любые ее стихи превозносились. Майя Никоноркина форсировала события, заставляя дочку постоянно сочинять стихи вместо домашних уроков и прогулок во дворе. Если Ника сопротивлялась такому нажиму, то она подсказывала темы, просила подумать, выдавливала из нее стихи, как из тюбика. Потом заставляла их заучивать и дрессировала читать под любимого поэта Вознесенского. Так создавался проект Ники Турбиной, резюмировал Александр Ратнер. Став старше, Ника только задавала произведениям направления, в то время как Майя, а порой и другие члены семьи придумывали остальное. Но женщина сделала все, чтобы убедить дочь в ее таланте и исключительности. Она придумала историю про голос, который та якобы слышит по ночам, заставляла наследницу разучивать каждый стих и учила правильно их декламировать. После славы. К 13 годам Ника превратилась из милой девочки в подростка. Волнующие весь мир строчки перестали получаться, а гениальность испарилась. Турбину стали забывать. Став старше, юная поэтесса стала испытывать творческий кризис. Мать к этому времени имела уже другую семью, и проект «Дочь поэтесса» ее, похоже, перестал интересовать. Ника стала терять популярность. Это ее сильно беспокоило. В старших классах Ника стала выпивать, убегать из дома, резать вены, много врала, даже говорила, что ее изнасиловал отчим. Но позже бабушка сей факт отрицала странным заявлением. Нику не надо было насиловать, она сама раздвинула бы ноги. В 14 лет Турбина сыграла главную роль в фильме «Это было у моря». Там она уже взрослая девушка, которая выглядит сильно старше своих лет, с удлинившимся лицом, поджатыми губами и недобрым взглядом. В кульминационный момент выходит из окна и стоит на карнизе, пока ее не затаскивают обратно. После этой роли о ней снова вспомнили, но ненадолго, и эта короткая слава обернулась трагедией, возможно, окончательно разрушившей ее психику. Свадьба, алкоголизм, лечебница. Портрет Ники Турбиной напечатали на обложке журнала Read. Там его увидел практикующий швейцарский психиатр Джованни Мастропаоло.
Он написал Нике, что читал ее стихи своим пациентам и пригласил ее к себе, чтобы проводить занятия по стихотерапии. К удивлению для всех, Джованни Мастропаоло и Ника Турбина поженились. На тот момент Нике было 16, а ее супругу 76 лет. Доктор отдавал всего себя медицине. Ника же страдала дома от одиночества. Юную супругу он не обижал, но постоянно пропадал на работе. Турбина увлеклась алкоголем и через год вернулась домой. О бывшем избраннике никогда больше не вспоминала. По признанию самой Ники, союз с богатым иностранцем оказался не по расчету, а по авантюре. У избранника был скверный характер, который раздражал. К тому же престарелый муж ревновал. Поговаривали, что позднее всплыли скандальные подробности, а следующая пассия Джованни обвинила профессора в садомазохистских наклонностях. Самое ужасное, что Майя не препятствовала отъезду дочери к профессору. Психическое состояние Ники к тому моменту оставляло желать лучшего. Растить второго ребенка рядом с наследницей-истеричкой, которая глотала седативные препараты как конфеты, было невозможно. Поговаривали, что Ника Норкина даже получала деньги за содержание поэтессы в Швейцарии. Знала ли она о том, что Джованни использовал девушку? Хочется верить, что все же нет. Александр Ратнер говорил журналистам: «Майя продала дочку сознательно, зная, что он с ней спал. За год Ника надоела ему, он выписал новую девочку, 18-летнюю армянку, а Нику выдворил. Она вернулась сюда в безысходность, без денег, пошла стоять на Тверскую. Но, как говорили товарки, брали ее редко, потому что она была пьяная почти всегда». Девушка болезненно воспринимала отсутствие внимания и былой популярности. Она больше не писала стихов и с трудом вспоминала старые. Поступила сначала в ВГИК на курс Армена Джигарханяна, потом в Институт культуры. Учеба на первом семестре далась девушке легко. Она снова стала писать стихи, вести дневники, использовала любой обрывок бумаги. Если поблизости не было карандаша, могла писать губной помадой. В конце первого курса Ника уехала в Ялту к своему возлюбленному, но к экзаменам так и не вернулась из-за алкоголя. Нужно жить начать. Только вот зачем? В ночь с 14 на 15 мая 1997 года произошла трагедия. В тот день Ника и ее бойфренд выпивали. Возникла ссора. Поэтесса бросилась к балкону, как сама потом признавалась, в шутку, но не удержалась и повисла. Оба тут же протрезвели. Парень схватил ее за руки, а Турбина пыталась забраться обратно, но сорвалась. Ее спасло только дерево, за которое она, падая, зацепилась. Сломанный позвоночник, оба предплечья, тазовые кости, многочисленные порезы, навсегда оставившие шрамы. Врачам потребовалось провести 12 операций, чтобы поставить девушку на ноги. Деньги на лечение собрала Алена Галич, с которой Турбина подружилась во время учебы в институте. Кроме этого, именно она договорилась, чтобы Нику положили в закрытую клинику в Подмосковье, где деятели искусства лечат от алкоголизма. Когда все документы уже были подписаны, на пороге съемной квартиры поэтессы неожиданно появилась ее мать и силой увезла в обычную крымскую психбольницу. Оттуда Турбина вышла худой, замученной и совершенно потухшим взглядом. По возвращении в Москву Ника тотчас же влюбляется. На этот раз избранником оказался симпатичный бармен Константин, сотрудник гостиницы «Арианда». Чувства Ники были такими сильными, что она на следующий день была готова выйти замуж. Однако юноша не разделял пыла Ники. Он собирался уехать жить в Японию, там у него была любимая. Но страсть так захватила поэтессу, что она не желала расставаться с парнем. Эти непростые отношения затянулись на 5 лет. Кроме этого, в личной жизни Турбиной было множество мимолетных романов. Последним избранником стал Александр Миронов. Они не состояли в официальном браке, только сожительствовали. Об Александре Миронове известно немного, лишь то, что он вел не самый лучший образ жизни, часто выпивая. Ника нередко составляла ему компанию в этом. Вместе с Александром Турбина постоянно оставалась на квартирах у сомнительных приятелей, в одной из которых и случилась трагедия. Несмотря на постоянные романы, личную жизнь поэтессы все же нельзя назвать счастливой. Последние годы и смерть. На конец 90-х у Ники Турбиной не было ни образования, ни профессии, ни навыков грамотного письма, поскольку в школе девочку переводили в следующий класс за талант. Позднее к алкогольной зависимости
добавились запрещенные вещества, которые усугубили и без того бедственное положение. В одном из последних интервью Ника признавалась, что ее по-настоящему никто не понимает. Лечить от алкоголизма Турбину оказалось сложно. Ника не поддавалась на известные методы и уникальные схемы терапии. От зависимостей страдала психика, что привело к печальным последствиям. В последние годы Ника занималась творческой самодеятельностью, участвовала в создании детских представлений. Она пробовала попасть на телевидение, хотела запустить программу о самоубийцах, но ее идею не поддержали. Ее второй сборник стихов «Ступеньки вверх, ступеньки вниз» не помог возродить былую популярность. Турбина тяжело переживала уход славы. Она страдала от затянувшегося творческого кризиса, погрязла в алкоголизме. В прессе они писали, но уже в другом контексте, о пьяных выходках. Ника осталась практически одна. Стихи не писались, а неумение зарабатывать на жизнь и постоянное ожидание того, что былая слава вернется, сводили Турбину с ума. Когда она вернулась, то нигде не могла работать, просто была не приспособлена к этому. Продавала книги на рынке и даже успела постоять на панели. Менялись мужчины, она была уже сильно зависима от алкоголя. По сути, она повторила судьбу своей матери, была иждивенкой, встречалась с мужчинами и пила. Она успела немножко поработать со своим последним гражданским мужем Сашей Мироновым. Где-то на окраине Москвы была студия «Диапазон» для неблагополучных детей, и они ставили там спектакли. Саша говорил, что она играла блестяще. А блестяще, потому что этой девочке Бог дал артистический дар, но никто его развивать не хотел и не собирался. Сетовал Ратнер. Дождь, ночь, разбитое окно и осколки стекла застряли в воздухе, как листья, не подхваченные ветром. Вдруг звон. Точно так обрывается жизнь человека. Обстоятельства смерти знаменитости достоверно известны. Согласно наиболее распространенной версии, 11 мая 2002 года Турбина находилась в чужой квартире, 3 дня отмечала с гражданским мужем майские праздники. В алкогольном угаре влюбленные поссорились, и поэтесса пошла ночевать к подруге в соседнюю пятиэтажку. Проснувшись, Турбина обнаружила, что собутыльники закрыли ее в квартире. Она забежала на кухню, где по привычке уселась на подоконник и свесила ноги. Снизу ее окликнул пожилой мужчина, мол, нужно быть осторожнее. Но когда она попыталась забраться обратно в комнату, не удержалась и повисла, зацепившись на окне. Она кричала и звала на помощь Сашу, а этому есть свидетели. Ее крики слышали соседи, а люди внизу даже хотели расстелить одеяло, пока она пыталась удержаться, уверял Ратнер. Но долго она так провисеть не смогла. Руки разжались, и она упала. Удар был такой, что джинсы, в которых она была, треснули по швам. Приехала скорая, медики хотели поставить ей аппарат искусственного дыхания, но она отвела их руки в сторону, сказав «не надо». Это были ее последние слова. Позже она умерла в больнице от потери крови. Бабушка об этом как-то сказала. Наверное, это было лучшее для нее, чем так продолжалось бы. Достоверные причины смерти так и остались загадкой. Девушка, лишенная детства, скончалась. Алена Галич узнала о смерти подруги спустя 8 дней. Она ходатайствовала, чтобы прах Турбиной обрел последнее пристанище на Ваганьковском кладбище. Поэтессу похоронили спустя 40 дней после смерти. Чтобы отпеть подругу в церкви, Алена Галич сделала все, чтобы ее гибель не расценили как самоубийство. Она нашла свидетелей, которые слышали, как поэтесса звала на помощь и кричала, что вот-вот сорвется. В графе о причине смерти Турбиной остался прочерк. Тело знаменитости кремировали, а прах был упокоен на Ваганьковском кладбище. Могилой стала секция 72. Похороны состоялись 25 июня 2002 года. Но урну с прахом мать и бабушка забрали только через 1,5 месяца после гибели Ники. Память. Еще при жизни поэтессы вышел документальный фильм «Ника Турбина. История взлета». После ее смерти появились и другие произведения, посвященные истории успеха и краху популярности. Но самой обсуждаемой стала книга Александра Ратнера, получившая название «Тайная жизнь Ники Турбиной». Она вышла в 2018 году. Еще в 2009-м 58-летняя мать Ники умерла, завещав весь архив поэтессы днепропетровцу Александру Ратнеру. Он сблизился с семьей после ухода Ники из жизни и помогал матери и бабушке материально. Сначала опубликовал пьесу бабушки «Ника»
и посмертный сборник стихов Турбиной под названием «Чтобы не забыть». А спустя несколько лет, в 2018-м, когда родственников в живых уже не было, ученый-металлург Ратнер, ставший биографом поэтессы, издал многостраничное «Тайны жизни Ники Турбиной». Мать пережила дочь на 7 лет. Майя скончалась по одной версии от онкологии, по другой – от лени и пьянства, а бабушка пережила внучку на 12 лет, надеясь, что после выхода книги о Нике она снова станет раздавать интервью. Литературное произведение легло в основу художественного фильма «Ника», премьерный показ которого состоялся в московском киноцентре «Октябрь» в мае 2022 в день годовщины смерти поэтессы. Главную роль сыграла Елизавета Янковская. На фото с площадки поклонники отметили внешнее сходство между актрисой и ее героиней. Но Алена Галич заявила, что по поведению и подаче экранная Ника не соответствует реальному образу. Недетские стихи маленькой женщины в свое время покорили весь мир. Такой она запомнилась поклонникам ее таланта. Грустной, взбалмошной, с трагической жизнью и еще более трагической смертью. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, что стало причиной гибели Ники Турбиной? Несчастный случай или все-таки нежелание жить? Действительно ли она была автором своих стихов или же стала временным проектом своей семьи? Оставляйте свое мнение в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и сообщайте о том, какие истории вы хотели бы услышать.